Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как решить распространенную проблему, а именно уменьшить толщину сухопрессованной стяжки, а потом залить наливной пол, самонивелир, чтобы сделать в один уровень напольные покрытия разной толщины, плитку и виниловый ламинат. С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Пришло время сделать напольное покрытие в коридоре. В Польше это помещение после входной двери называется вятролап. Дословно можно перевести как «ловить ветер». Почему коридор я не сделал раньше? А потому что я изначально здесь планировал класть кварц-винил точно такой же, как и в кухне-гостиной. Но посмотрел, сколько камней и песка приносится с улицы, и понял, что никакой кварц-винил такой нагрузки не выдержит. И поэтому здесь нужно сделать плитку керамогранит. Прежде чем приступить к работе, мне нужно освободить коридор от мебели и всех вещей. Таскание мебели и вещей туда-сюда – это побочный эффект проживания в доме, где делают ремонт. Откручиваю и снимаю пластиковые полки. Разбираю и выношу шкаф для обуви. Эта работа заняла буквально 15 минут. Коридор пустой, теперь можно приступать непосредственно к строительным работам. Когда я доделал кварц-винил, я сделал такую временную защиту для того, чтобы не поломали чистовой край кварц-винила. Для этого использовал красный скотч Blue Dolphin Contractor. Он не оставляет следов и может очень долго быть приклеенным. В укладке плитки на такой маленькой площади нет ничего сложного. Но то, что напольные материалы плитка и кварцвинил получаются разного уровня, это реально проблема. Толщина напольной плитки керамогранита, которую я купил, 8 мм. Плюс еще будет слой 3 мм на клей. Толщина кварцвинила 5 мм. Разница получается приличная. Трудности с сухопрессованной стяжкой в том, что сухопрессованная стяжка сверху твердая, а внутри более слабая. И если вы начнете перфоратором забивать ее сверху, то она просто вся развалится. А у меня еще внутри водяной теплый пол. Сейчас я вам покажу способ, как уменьшить толщину стяжки, например, на сантиметр, и затем восстановить ее по уровню уже на той высоте, которая нам нужна для последующей укладки плитки. Для того, чтобы заклеить стены и двери, я использую такую защитную пленку с самоклеющейся лентой, а также малярную ленту. Такие вещи очень быстро ускоряют работу, особенно при покраске. Производитель Blue Dolphin. Заклейку начинаю от потолка и разворачиваю пленку вниз. Пленка магнитится и сама прилипает к стенам. Так как у меня пленка 1,40 м, я подклеиваю снизу еще один кусок. Затем я решил, что дверь мне все-таки нужно, чтобы открывалась полностью, и переклеил ее. Что касается малярной ленты, это, конечно, не совсем рациональное ее использование, так как это очень крутая лента для покраски. Она на основе рисовой бумаги и не размокает, но другой у меня нет, и поэтому приходится жертвовать хорошей лентой. Что понадобится из инструмента? Для этой работы буду использовать свою новую шлифовальную машину по бетону Bihai. Диаметр шлифовального диска 180 мм. Мощная, удобная, покупал в магазине DLT. Очень доволен покупкой. До этого спалил уже две мощные болгарки Bosch, поэтому решил купить что-то более серьезное. Для чистки углов корпус откидывается на магните. Основной инструмент это все-таки штроборез, либо можно использовать болгарку с насадкой. Выставил диск на глубину 10 мм. Делаю пробный рез. Проверяю глубину линейкой. Всегда лучше делать чуть-чуть глубже. С глубиной вроде все в порядке. Теперь можно начинать прорезать всю стяжку полностью. Для алмазных дисков сухопрессованная стяжка – это легкий материал, он прорезается легко.
Если вести штраборез в правильном направлении, на себя, то пыли практически нет. В любом случае рекомендую надевать защитные очки, маску и наушники. Из-под штрабореза бывает вылетают маленькие камни. Всю стяжку я примерно прорезал за 40 минут. Но еще нужно учесть одну важную вещь. Когда вы начинаете резать, к середине стяжки диски могут износиться, и глубина штрабы уже будет не 10 мм, а меньше, например, 8. И поэтому надо периодически проверять и, если что, выдвигать диск, чтобы глубина оставалась 10 мм. На следующем этапе начинаю перфоратором сбивать прорезанные полосы. Они сбиваются очень легко. Если кто-то когда-то прорезал штробы, то знает, что прорезанная штроба с двух сторон отщелкивается очень легко. Единственное, что я не сбиваю стяжку по периметру, так как там это чревато тем, что отломается большой угол. Стяжку с периметра я потом сниму шлифовальной машиной по бетону. Может возникнуть вопрос, почему сразу просто не шлифовать стяжку до нужной глубины? На самом деле сошлифовать 10 мм стяжки – это довольно-таки трудоемкий процесс. Проще сбить прорезанные штробы, а потом чуть-чуть подшлифовать. После того, как я сбил всю стяжку, нужно немного пройтись шлифовальной машиной по бетону, снять неровности и чистить ту стяжку, которую я не сбил перфоратором по периметру. Можно, конечно, обойтись и без шлифования, просто аккуратненько все добить перфоратором, но шлифование много времени не занимает. Нормально снять на камеру шлифование пола мне не удалось, потому что мешала пленка и было много пыли, и я не увидел, как выключилась камера. В общем, пошлифовал немножко полы и почистил периметр, до которого я не мог добраться штроборезом. Кстати, на будущее. Нужно лучше приклеивать пленку снизу, чтобы она не болталась и не мешала. После шлифовки полностью обеспыливаю стяжку. Чтобы не стиралась пластиковая насадка от пылесоса об стяжку, придумал надеть канализационный уголок на трубу. Его не жалко, если сотрется.
При помощи деревянной линейки и лазерного уровня, проверяя уровень стяжки по отношению к кварцвинилу, нужно убедиться, что хватит места и для плитки, для клея и для самонивелира. Пыли уже больше не будет, поэтому снимаю пленку и убираю всю пыль. Для того, чтобы выровнять получившуюся поверхность по уровню, я решил использовать наливной пол. Для маленького помещения это оптимальное и простое решение. А перед тем, как залить самонивелир, очень важный этап подготовительных работ – это грунтовка основания. Для этой работы я буду использовать грунт глубокого проникновения Litokol Prime Forte. Это концентрат, который можно разбавлять в различных пропорциях для разных видов работ. Максимально разбавляется 1 к 10. Из этой маленькой бутылочки получается 10 литров грунтовки. Для стяжки разбавляется 1 к 5. Под самонивелир разбавляется 1 к 2. Для наливного пола основание важно сделать невпитываемым. Если основание будет тянуть воду, то при заливке наливного пола оно вытянет воду из наливного пола, и он просто потрескается и отслоится. Поэтому основание я грунтую 3 раза. Первую грунтовку я разбавил 1 к 10. Поверхность получилась пористая и хорошо впитывает воду. Поэтому первым слоем я фактически проливаю основание, чтобы грунтовка попала как можно глубже. Поэтому я разбавлял таким образом, чтобы была минимальная концентрация. Оставляем основание в таком состоянии на 3-4 часа, чтобы оно высохло. После первого слоя грунтовки я решил замазать выбоины по периметру. Все места, где есть вероятность того, что самонивелир будет утекать, нужно замазать. Для этой работы можно использовать любой ремонтный состав для стяжек. Этот состав быстро сохнущий, застывает уже за 2 часа. Второй слой грунтовки я уже разбавил 1 к 5. После первого слоя основание уже не так сильно впитывает грунтовку. Чтобы равномерно нанести, я решил использовать кисточку. Меня смущал этот деформационный шов возле входной двери. Я решил его замазать. Пока сохнет грунтовка, я пристрелил степлером к стене деформационную ленту. Эта лента делает деформационный шов между стеной и стяжкой, плюс ко всему еще защищает стены во время заливки пола. Самый последний слой грунтовки развожу 1 к 2 и наношу его кисточкой. Наливной пол, который я буду использовать, от компании Litokol, нивелир S50. Это тонкослойный, высококачественный наливной пол на основе портланд-цемента высшего качества. Предназначен для внутренних работ, подходит для влажных помещений, подходит под ламинат, паркет, линолеум, подходит под теплый пол, толщина слоя от 2 до 10 мм, возможность хождения через 3-4 часа, прочность нажатия до 29 мегапаскалей.
Мне нужно залить примерно 5 мм самонивелира. По объему и расходу я посчитал, что это 36 кг, то есть 2 мешка. В моем случае главное не перелить, потому что если вы не дольете, то не проблема взять больше гребенку, добавить плиточного клея, а если этот уровень перелить, то получится, что заново нужно будет счищать самонивелир. Я уже все подготовил. Взвесил необходимое количество килограммов смеси наливного пола. Для этого использовал обычные бытовые весы. Расход 1,7-1,8 кг на 1 мм слоя. Фиксированное количество воды на 20-килограммовый мешок 3,4 литра воды. Миксер для замеса. Отмеренная вода и 2 ведра. Валик для раскатки нивелира. Тут все готово. На выходе приклеил пленку, чтобы не испачкать тротуарную плитку. Также пленку приклеил с другой стороны, чтобы не испачкать пол. Выливаю воду, засыпаю смесь и перемешиваю на малых оборотах. Сразу же замешиваю второе ведро. Равномерно выливаю наливной пол на основание. Немного накосячил во время замеса. Из ведра выпали 2 комка. Закидываю комки в ведро назад и быстро перемешиваю. Распределяю наливной пол шпателем. У меня маленькая площадь, особо можно не загоняться, потому что все равно я все очень хорошо прокатаю валиком. Для такого наливного пола основание должно быть не менее 25 мегапаскалей, иначе пол может отстрелить. Если вдруг у вас основание не такое прочное, вам нужна больше толщина, то тогда вы можете использовать просто наливной пол S50. Дальше выливаю самонивелир из ведра. Перехожу в гараж и со стороны гаража уже доливаю все остальное. После того, как все залил и распределил, со всех сторон очень хорошо раскатываю все валиком. Валик снимает поверхностное натяжение и самонивелир растекается. Специальную обувь на шипах я не использую, потому что у меня есть доступ к основанию со всех сторон. Я везде дотягиваюсь валиком. Вот готовый результат. Через 3 часа по полу уже можно будет ходить. Поставил небольшой таймлапс, чтобы показать, как он быстро сохнет.
На следующий день проверяю основание уровнем. Результат меня устраивает. Друзья, ну что, ролик подошел к концу. Если эта информация для вас была полезна и вам понравилась, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! Продолжение следует.